aprendimos a quererte desde tu histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ну вот, въезжаем в Санта-Клару, ту самую провинцию Че Гевары. Собственно говоря, почему Че Гевару связывают с Санта-Кларой? Потому что он здесь с отрядом 18 человек остановил вот этот бронепоезд, который ехал из Гаваны в Сантьяго-де-Куба для того, чтобы подавить восстание Фиделя Кастро. Он там был как раз со своими солдатами. Вот, а в бронепоезде было, между прочим, 400 солдат. Что сделал отряд Че Гевары в составе 18 человек? Он этим бульдозером завернул рельсы на железной дороге, по которой ехал вот этот бронепоезд. Бронепоезд сошел с рельсов. Они его закидали коктейлем Молотова. И, соответственно, солдаты Батисты сдались в плен. Все 408 человек сдались группе Че Гевары, которая состояла из 18 человек. И эта победа переломила ход всей революции. На следующий день, 1 января, Фидель Кастро объявил о победе революции. То есть это очень важное значение было. А сам Че Гевара, он приехал сюда, в Санта-Клару. Почему? Провинция Че Гевара называется. И объединил все группы, которые были в горах. Это там были и социалисты, и коммунисты, 26 июля партия. Ну и, собственно говоря, все недовольные с режимом диктатора Батисты. Так что вот такое место и такой монумент, который здесь оставили в честь этого события. Вот это та самая железная дорога. Она до сих пор действует. Плохо, правда, но действует. И связывает Гавану и Сантьяго-де-Куба. Очень важная железная дорога. И тогда была, и сейчас. Однопутка. Под этим монументом хранятся останки Че Гевары. Их нашли и опознали спустя 30 лет после его гибели в Боливии. Снимать там нельзя. И над пантеоном возвышается вот такой памятник команданту. Здесь же высечены его прощальные письма, там на стене. Ну и всякие барельефы. История очень интересная у него, такая увлекательная. Ну, в видео об этом не расскажешь. Такое монументальное сооружение. И командант. У этого мемориала вот такая громадная площадь. Раскаленная, как сковородка. У нас все те же 35 градусов. Главная площадь города Санта-Клара, но они ее называют парком. Парк, естественно, в честь генерала гражданской войны с испанцами. Здесь обелиск основателей города. И, конечно же, беседка для музыкантов по выходным. Дети носили воду для солдат. И чтобы их не заподозрили, что они для них носят воду, они носили воду в сапогах. И в центре площади памятник благотворительнице, которая построила вот этот театр. Она была женой тоже генерала гражданской войны, который впоследствии стал вторым секретарем первого президента Кубы. И это отель Хилтон, бывший сейчас Санта-Клара Либерти, что ли, Либердад. Вот. И здесь, на этой площади, прошла последняя битва
Вот в этом доме жила как раз та самая благотворительница, которая построила театр. И здесь, в центре площади, стоит памятник ей. И университет Санта-Клары носит ее имя. Она очень много сделала для развития города. Вот она, эта благодетельница. Зовут ее Марта. И вот даже поставили памятник в честь нее. Ну и в каждом городе есть бульвар, пешеходная улица, местный Арбат, как мы это называем. И, собственно говоря, это последний город. И в этом знаменательном городе у нас заканчивается туристическая часть и продолжается отдыхательная. Прибыли на Кая-Коко. Вот такое у нас тут за окном. Да здравствует отдых!